Здравствуйте, меня зовут Юля, я рада приветствовать вас на своем канале. Благодарю за лайки, благодарю за комментарии, очень-очень благодарю за то, что посылаете денежку этому каналу. Знаю точно, мои дорогие, что вам вернется в разы больше. Я верю в это и прошу об этом Вселенную. Я вижу, что меня окружают замечательнейшие люди, и в основной своей массе, да, осознанных людей очень много. Если вы не подписались на этот канал, вы видите, что информация, которая идет от меня, вам приносит пользу. Милости прошу в наше комьюнити, потому что замечено, что с подпиской на этот канал меняются жизни людей. Меняются они только у тех, мои дорогие, кто этого желает, кто этого хочет, кто видит в том, что в его росте, да, заложена все-таки какая-то особенная цель. И пусть самое лучшее врывается в вашу и в вашу жизнь вместе с подпиской на этот канал, вместе с присоединением к нашему комьюнити. Милости просим, мои дорогие. Итак, посмотрим. Получите ли вы то, чего хотите? Что вам хотят передать высшие силы? Может, вам уготовано совсем другое? Посмотрим. Получите ли вы то, что вы хотите? Подумайте о себе. Осознайте себя, ощутите себя. Так, вы знаете, тут показывают уже девушку, да, либо человека, который успокоился по жизни, имеет что-то стабильное, какую-то стабильную свою основу, опору, более-менее спокойно, вы так думаете. Хотите уже еще большего уверенности и стабильности в жизни. Хотите чувств. В вашей жизни есть человек, который вам нравится, который проявляет к вам какое-то... В данный момент он проявляет к вам какие-то первые, возможно, шаги по сближению. Так, хорошо. Что нам еще хотят передать? Получите ли вы то, что хотите? Получите ли вы то, что хотите от жизни? Вас немножечко разочаровывает ситуация, которую вы видите перед собой сейчас. Все-таки в вашей жизни не все так круто и хорошо. В вашей жизни есть некие иллюзорные такие моменты, когда вы, представляя себе свою жизнь, не до конца понимаете, насколько может та или иная ситуация реализоваться. Но все-таки есть что-то, то есть вы о чем-то мечтаете. Даже как-то можете в красках просматривать свою судьбу и видеть отдельные такие эпизоды. В этом тоже есть хорошо. Но есть разочарование. Вы будто бы не получаете того, не понимаете, когда это сбудется. Но смотрите, вас тут предупреждают, что по карте умеренность, получите ли вы, будьте спокойны. Ваши мечты, ваши желания, Вселенная записаны где-то у Вселенной, да, в ее ежедневничек, и она их тоже собирается выполнить. В каком виде? Это только зависит от тех ощущений, которые у вас внутри возникают. Потому что не всегда то, что мы прописываем, не всегда то, что хочет мозг, хочет этого ваше подсознание. Здесь говорят, что прислушивайтесь к своему подсознанию. Прислушивайтесь, и, возможно, там вы сможете услышать. Да, здесь говорят вам о том, что да, конечно, вы получите то, что вы хотите. Вы только сделайте какой-то первый шаг в ваше будущее. Проходите спокойно ваши изменения, вашу трансформацию. Потому что будущее вам представлено, знаете как, предложено, вот каким-то образом оно уже как-то прописано, оно уже есть. Оно уже есть. Где-то во Вселенной вот эта жизнь, которую вы хотите, она уже существует. То, о чем вы мечтаете. Вы сейчас на пути к вашему будущему, карта звезда, да, есть еще какие-то нерешенные такие моменты, вы еще не решаетесь, но вы трансформируетесь. То есть у вас сейчас происходят те изменения, которые нужны для того, что вы загадали. То есть сейчас как раз вот эти, там может быть такая прям колбаса в жизни, что просто невероятная. Это все идет только для того, чтобы вы получили то, что вы хотите.
Это может казаться довольно сложным путем, довольно таким болезненным путем, но все равно вы меняетесь. Вы меняетесь как раз для чего? Для того, чтобы быть тем человеком, которым вы хотите быть. Карта Звезда. Будьте спокойны, говорят вам высшие силы. Говорит вам ваша душа. Говорит ваша душа. Так, получите ли вы то, чего хотите? Хочет, скорее всего, ваше сознание, а глубоко в подсознании это уже отпечаталось и существует в какой-то реальности, это уже есть. Вам нужно всего лишь навсего перескочить на эту реальность. Каким образом это сделать, мы тоже сейчас посмотрим. Кстати, те консультации личные, которые я буду вскоре проводить с августа месяца, именно в таком виде и будут. Да? То есть, как вам достичь того, как вам сделать квантовый скачок для того, чтобы вы перешли на тот уровень жизни, который вы хотите. Но, опять же, предпосылки должны быть очень серьезные, да, к обращению ко мне. Никоим образом не хочу себя как-то возвысить. Очень много хороших девочек-тарологов, которые могут вам посмотреть и просто погадать. И сейчас вот именно хотела сделать такое отступление. Вот, потому что буду менять формат, и все это только для того, чтобы для нашего совместного роста, для вашего роста. Будет меняться цена. Естественно, стоимость будет увеличиваться, потому что затрат энергии плюс то, что вклад в вашу жизнь и вклад в наше с вами развитие, он будет глобальным. Я очень в это верю. И очень хотела бы, чтобы через меня вам пришла именно та помощь, которая вам необходима в той ситуации, в которой вы находитесь. Я расскажу еще немножко позднее по поводу личных консультаций, но сам факт, я уже как бы такую наметочку вам даю, что будет меняться формат в корне, потому что я хочу, чтобы и мне приходит информация, да, что сейчас ко мне должны приходить только те люди, которые готовы к изменениям. Если человек не готов к изменениям, я не смогу работать с вами, я буду просто четко об этом заявлять. Но это тоже нормально, То есть вы пока не готовы, возможно, да, но сейчас какие-то путь еще должны будете пройти. Возможно, в принципе, даже на бесплатных раскладах это вполне возможно. Моих, либо других девочек, это... То есть то, что вы выбираете для себя, это уже правильно. Естественно, правильно. Так, немножко так размыто сказала, но немножко позднее я еще сообщу. Но с августа месяца будет меняться формат личных консультаций в корне. Должны будете, вообще вы ничего не должны, мои хорошие, абсолютно никому ничего не должны, мне, никому. Я про то, что и я тоже принимать буду в свое пространство только тех людей, которые хотят изменений, которые четко видят цель, да, четко видят, чего они хотят, и только хотят узнать, такое, знаете, вкусное самое вот хочу давать. Как это реализовать, как этого добиться. Вот так вот. Потому что Таро это не просто гадание. Да, я могу вам погадать. Естественно, я посмотрю на того или иного человека, посмотрю его чувства, мысли. И сейчас, и на момент там, через 10 месяцев, вот все это посмотрю. Сам факт, сама сладость Таро в том, что это больший, лучший, так, знаете, масштабнейший инструмент для реализации ваших мечт, желаний, планов, задач. Понимаете? Вот. Все, что мы иногда вкладываем в Таро, когда думаем, что можно просто погадать, это всего лишь, ну, наверное, какая-то 10%, даже не знаю, как сказать, наверное, 5% из того, что может этот инструмент. Из того, что может этот инструмент. С помощью него можно делать такие масштабные вещи. Поэтому и будем делать. Будем сейчас менять свои жизни. Вот. Не зря, возможно, попали на этот канал, да, чтобы каким-то образом разблокировать себя. Сейчас я понимаю, что много людей мне отпишутся. Я вижу, что все-таки не избежать таких хейтеровских каких-то замечаний в мой адрес, девочки. Но все равно, я вам так скажу, сила дает мне силы именно то, что я знаю, что путь мой первое, в познании самой себя, да, и в помощи людям, только тем людям, которые хотят этих изменений, хотят изменения лучшего, в лучшую сторону своей жизни. Итак, будем дальше смотреть. Получите ли вы то, чего хотите? Что вам хотят передать высшие силы? Такой вот замечательный расклад. Две карты выходят.
Получите ли вы то, чего хотите? Так, смотрите, здесь говорят о том, что, конечно, да. Туз жезлов всегда отвечает на вопрос «да». Естественно, действуй, и ты получишь. Действуй, и ты получишь. Разрушь, чтобы быть в будущем, да, чтобы добиться того будущего, чтобы получить то будущее, которое вы желаете. По сути, оно уже есть где-то во Вселенной. Вот эту реальность, чтобы перейти на ту реальность, которую вы себе нарисовали, нужно всего лишь действовать. Действие заключается еще в том, чтобы разрушить старые установки, убрать из жизни то, что вам мешает двигаться. Подумайте, пожалуйста, что это может быть. Что мешает вам двигаться, что кандалами приковывает вас к месту и не позволяет вам действовать. Боже, не знаю, почему вот сейчас возник все-таки образ Ника Вуйчича. Я четко знаю, что люди, которые смотрят этот канал, вообще знают этого человека очень хорошо. Человек, который без всех, можно сказать, да, я могу сказать без рук и без ног, но это все равно, это, знаете как, без способов к существованию, я так скажу, да, человек добился невероятных высот. Он доказал всему миру, самому себе прежде, что жизнь не в том, что сидеть, например, да, и скорбеть о том, что ему чего-то не хватает. У него, казалось бы, многого чего не хватает, да, что есть у каждого человека, у каждого из нас. Руки, ноги. Он добился самых высоких, можно сказать, для такого человека высот. У него есть супруга, у него есть ребенок, и человек ездит по всему миру, доказывая своим существованием, то, что в этом мире добиться можно всего, абсолютно всего. Я не знаю почему, но сейчас возник этот образ человека. А туз жезлов говорит о том, что действуй. У тебя есть все для того, чтобы действовать и свою жизнь превратить в ту сказку, которую ты хочешь видеть. Помоги себе сам. Если ты видишь в своем окружении людей, которые могут в этом как-то помочь, ищи только то окружение людей, которое видит в тебе свет. Ищи только тех людей, общение с теми людьми, которые хотят с тобой общаться, которые двигают тебя выше и выше. Шестерка — это все равно движение, шаг вперед. Шаг вперед. Делай шаг вперед только с теми людьми, которые не мешают тебе развиваться, которые только помогают тебе развиваться, а не тормозят. Убирай себя из среды тех людей, которые ведут себя как, знаете, вот ведро, и там раки. А если один из раков начинает вылазить из ведра, почему ведро с раками никогда не накрывают эту, да, знаете уже эту маленькую такую притчу, не знаю, такой рассказик, да, когда ведро с раками вообще не накрывают даже крышкой никакой, потому что кто бы ни пытался оттуда вылезти, его тут же раки цепляются за него и затягивают назад. Вот из этой среды вам нужно выйти. Поэтому разрушить то, что не нужно, отказавшись от старого. Если это выбивается буквально почва из-под ног, и вы понимаете, что все рушится, значит так надо. Значит, скорее всего, так надо. Разрушение это будет. Девочки, наверное, это будет больно, но этого не избежать. Вот так вот. Здесь две карты сразу выпало, и это говорит, да еще напротив карты будущего, напротив карты, знаете, когда вы все-таки достигаете чего-то такого существенного. И десяточка кубков, говорящая нам о том, что вы приходите в гармонию только тогда, когда отказываетесь от старого. Когда отказываетесь от старого. Получите ли вы то, чего хотите? Что вам хотят передать высшие силы? Получите ли вы то, чего хотите? Что вам хотят передать высшие силы? Так, знаете, вы будете знать больше, чем люди в вашем окружении. И те люди, которые где-то как-то не дотягивают до вашего сознания, до вашего понимания мира, они будут доставлять вам неприятности, естественно. Вы будьте спокойны. Все равно, смотрите, даже эта карта неприятностей, пятерка мечей, она выпадает под картой умеренности в одном ряду. То есть все равно высшие силы говорят вам, будь спокойна, все будет хорошо, у тебя хватит сил, у тебя хватит мудрости, знаний выстоять и идти своим путем.
Второй аркан говорит нам о том, что все-таки внутренние ваши знания, знания жрицы, они выведут вас на верный путь. То есть посмотри в себя, говорит эта карта. Посмотри в себя, вглубь своего подсознания и найди там то решение, тот верный путь, которому нужно идти. И не смотри на тех людей, которые рядышком мешают этому пути. Да, ты получишь, говорят высшие силы. Будет в твоем окружении и любовь, и внимание от мужчин, да, внимание от людей. То есть те люди, которые которым ты нравишься, все-таки будут окружать тебя. Главное, действуй. Получите ли вы то, что хотите? И в каком виде? В каком виде тогда вы получите то, что хотите? Что вам хотят передать? Что вам хотят передать высшие силы? Получите ли вы то, что хотите? Ну, смотрите, здесь, естественно, говорят о том, что, полюбив себя, вы привлекаете в свою жизнь тех людей, которым вы нравитесь. Да? То есть в вашем окружении появляются люди, которые поддерживают вашу страсть. Это могут быть мужчины, могут быть женщины, но это люди, которые все-таки видят в вас тот свет, они просто идут на этот свет. Да, и мужчины тоже, конечно же, они видят вашу такую теплоту и ваш рост, да, то, что вы идете в новое, они замечают это, и, естественно, в окружении вы понимаете, что вы в окружении таких вот людей, которые дают вам тоже свою энергию, свой свет. Здесь появляется, возможно, и мужчина. Здесь любовная карта, это туз кубков, какая-то новая любовь. Новая любовь. Мужчина. А кто это? Давайте посмотрим. Что это за человечек? Стоит на него как-то обращать внимание? Или же это какой-то мимолетный? Что это за человечек? Что за человечек? Так, ну смотрите. Да, будет в вашей жизни либо какое-то проявление мужского начала, да, здесь, правда, указывает то, что девятка мечей каким-то образом говорит о том, что все-таки притяжение между вами пока вам мешает строить отношения, что-то мешает строить отношения, но притяжение очень большое, очень большое, очень большое. Здесь что-то еще. Что это за человек? Что за человек? Возможно, он какую-то боль принес вам в жизни. Что это за человек? Что за человек? Ситуация, связанная с его общением, пока затянута. Человек, который сейчас будто бы сам возвращается к жизни, вас вернет в то состояние, в котором вы будете себя чувствовать любимой, комфорт будете чувствовать внутренний, будете чувствовать, что вы, знаете, как такое любимое дитя Вселенной. Вы получаете то уже, что заслужили. Вы живете в своем комфорте. Но пока еще ситуация, знаете, какая? Она еще такая хлипкая, да, то есть пока еще вы даже не понимаете, притяжение есть с этим человеком, но пока еще нет ясности. Абсолютно ясности нет. Какие-то страхи вас разделяют от этого человека, отделяют. Что же это? Есть ли перспективы? Хорошо, дальше. Каким-то образом же нам хотят что-то донести по поводу этого человека. Перспективы с этим человеком, максимальные перспективы с этим человеком. Максимальные. Вы знаете, если этот человек где-то на расстоянии, здесь вот такая маленькая мелочь, добавочка, вы можете даже переехать в его владение. Вот как-то так. Здесь человек любящий по отношению к вам идет и предлагает вам союз, крепкий союз по десятке пентаклей, любовь свою, и, возможно, даже придется как-то кому-то из вас задуматься о переезде. Другое — сменить круг людей, абсолютно перемена образа жизни, может быть. Я еще хочу спросить, будет ли это то, что вы получите, именно тем, что вы хотите? Как вы будете удовлетворены?
подарком таким, да, от Вселенной. Это то, что вы хотели? Это то, что вы хотели? То ли, что вы хотели? Это то, что вы хотели? Ну, не совсем. Вам судьба уготовила еще что-то другое. Этот человек, появившийся в вашем пространстве, предложит вам что-то. Он скажет вам предложит какие-то, знаете, как подарочки судьбы, предложит союз. Но здесь и шестерка мечей рядышком с выпавшими еще арканами говорит о том, что все-таки ваше решение быть в этих отношениях или не быть зависит только от вас. Вы можете даже уйти, потому что здесь какой-то момент такой интересный, будто бы судьба немножечко играет сейчас с вами. И вы не будете довольны происходящим. Интересно. А почему тогда этот человек вам дается? Смотрите, почему? Ну, это ваша стабильность, то, чего вы хотели. Вы хотели, Вселенная говорит, получи. Ты хотела стабильности, хотела выйти замуж за человека с пентаклем, получи. Ты хотела выйти замуж за стабильного человека. Пентакль — это не только деньги, девочки, это стабильность, это не только земные знаки зодиака, это стабильный человек. И вы здесь не только земная женщина из земных знаков зодиака. Я к этому вообще не привязываюсь никогда. Я привязываюсь к тому, что в данной ситуации это говорят о стабильности. Говорят, ты хотела, получи, а почему вам не нравится? Судьба вот вам как будто бы дает, а вы отворачиваетесь, это мне не нравится, мне это приносит боль. Может быть, вам приносит боль то, что вам придется сменить место жительства, как-то переехать, поменять круг людей, с которыми вы живете, общаетесь. Почему вам это приносит боль? Но по сути это то, что дает Вселенная, то, чего вы хотели. То есть вам как бы говорят о том, что желание твое исполнено, почему ты плачешь. Что вам не понравится в этом исполнении вашего желания? Что не понравится? Что вам не понравится? Что вам не понравится? Ух ты! Это как? Вам Вселенная сейчас говорит, тебе абсолютно сейчас не о чем беспокоиться. Все, что тебе уготовано, это то, что ты именно хотела. То, что ты когда-то прочувствовала для себя. И ты просто неправильно сейчас как-то взглянула, посмотрела. Что не понравится? Посмотрите. Вселенная говорит, что по сути не беспокойся. Ты в итоге получаешь все равно то, чего хотела. Император, императрица и любовь. Любовь. И в итоге, интересно, будете ли вы довольны этим подарком? Ваши ощущения. Будете ли вы довольны этим подарком? Ваши ощущения. Ну, в итоге, да. В итоге какое-то осознание все-таки приходит к вам, что это то, чего вы хотели. Это то, чего вы хотели. Но почему-то изначально вам покажется, что кто-то лукавит, что, возможно, мужчина лукавит. Напомнит вам о каких-то неприятностях, связанных с прошлыми какими-то, может, предательствами. То есть он вам покажется нечестным, но по сути император рядышком с императрицей — это все-таки человек, и еще и королева кубков, говорящая о том, что вас будут любить. Император будет к вам, мужчина будет относиться к вам как к любящей женщине и сделает вас императрицей. То есть ваше желание исполняется, девочки. Ну, не знаю, давайте так. Здесь есть то, что, я думаю, вам захочется сделать скрином. Вам захочется сделать скрином, потому что шикарно просто вышло. Шикарно вышло. Так, вот, пожалуйста. Сейчас я красивенько подвину. Если есть такое желание, сделаем скрин. Опачки. Сделаем скрин. Раз. Королева пентаклей. То есть тут говорят о полном, можно сказать, удовлетворении ваших желаний. Здесь император, да, он вас любит, вы императрица для него. Вы объединяетесь, да, есть какие-то совместные планы, совместные проекты, есть то, что вы делаете вместе, возможно, это
даже совместный бизнес, потому что вы о чем-то мечтали. Возможно, вы путешествуете по миру с этим человеком, вы что-то делаете. Тут такое глобальное действие, вы будто бы этот человек приходит в вашу жизнь для того, чтобы стать в симбиозе. Знаете, когда есть просто пара, да, и они один, и плюс один будет два. Но когда здесь два человека вот таких появляются, император и императрица, это 1 + 1 будет не 2. Здесь такой мощнейший симбиоз, там будет намного больше. И не 4, больше. Вот, поэтому я не говорю про количество людей в ваших семье, хотя может быть и количество людей. Здесь что-то такое общее вы творите, возможно, то, что необходимо миру. Возможно, вы создадите что-то большее между вами, возникнет такая симбиотическая, такая, знаете, составляющая, да, которая не только вас объединит, а вы сможете создать что-то глобальное, которое миру нужно, понимаете, всему миру. Что это будет? Ну, это у каждого свое. Это какие-то совместные планы, совместный труд, совместный бизнес, совместное дело, которое несет в этот мир какую-то свою долю, свой вклад какой-то делаете в мир. Ну что ж, девочки, вот так вот, в принципе, о ваших желаниях поговорили высшие силы. Наверное, все-таки, судя по этому раскладу, вы получаете то, что вы хотели. Но заметьте, что это не сейчас, прям вот вам на блюдечке, да, принесли. Это уже есть, это уже где-то во Вселенной существует вот именно эта реальность, которая сейчас у нас есть в раскладе. Чтобы ее взять, вам нужно понять, кто вы есть на самом деле. Отказаться от прошлого, понять, что судьба все-таки не лукавит с вами, не играется, как казалось нам раньше, да, а то, что вы сейчас не совсем правильно понимаете, возможно, те моменты, что судьба вам дает именно то, что вам нужно, то, что вы заказывали когда-то, то, что вы когда-то заказывали. Вот такие вот ситуации происходят. Ну что ж, я думаю, что кому-то был полезен этот расклад. Если есть желание, отписывайтесь в комментариях, буду рада прочитать. Буду очень рада... Ух ты, смотрите, кто у нас на дне колоды. Пентаклевый король. У нас вышел еще и Пентаклевый король, ипостась этого человека, еще одна, да, то есть человек, который дает вам стабильность, ту, которую вы хотели получить. Вы хотели получить. Вот так. Скриньте, если желаете, еще и так. А я буду прощаться с вами. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.